Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марсенкевич. И сегодня к нам в гости заглянул Юрий Арсеньевич Чижков. Если кто-то помнит, то с ним передачи уже были. Мы решили продолжить разговоры о льдах. Хотя вроде бы и зима теплая, но про льды забывать нельзя. Юрий Арсеньевич, добрый день. Добрый день. Рад встрече. На всякий случай, я, конечно, очень надеюсь, что ссылка на предыдущую передачу будет, но для тех, кто смотрит первый раз, речь идет о новом варианте ледокола. Патент Помор-Ваир называется. Я надеюсь, что фотографии посмотрите. Тем, кому интересно, послушайте. История с Помор-Ваиром, если я ошибусь, поправьте, закончилась на том, что первый этап испытаний в Крыловском центре был пройден. Финансирование второго этапа, окончательного решающего, вопрос сложный. Сложный, но продвигается. Может быть, пройдут годы, что там сумма какая-то действительно такая полуастрономическая. То, что мне понравилось вот из рассказов Юрия Арсеньевича, это очень изящное, на мой взгляд, инженерное решение. Сейчас попробую описать. Вся изюминка нового ледокола – это его нос. Если традиционный ледокол, наверное, правильно называть ледодавом, его задача выйти на поверхность льда и под своим весом набрушить льдины, то этот нос режет. Режет лед, и это совершенно другой подход. Это первая часть соображения. Понятно, что здесь речь идет об океанских рейсах, Северный Ледовитый океан, поэтому и стоимости здесь высокие, и риски здесь высокие, вложить денег, не получить результата. В любом случае испытания нужны. Испытания могут быть двух вариантов. Либо мы все это проходим в Крыловском центре, либо мы находим способ для того, чтобы провести натурное испытание. Лучше натурных испытаний ничего придумать нельзя. Первое соображение. Второе соображение – Северный Ледовитый океан, Северный морской путь – это, конечно, хорошо. Но если мы присмотримся к тому, как Северный морской путь выглядит, есть трасса и на берегу некие точки. Точки, в которых идет реализация проектов, которые кратко описываются словами «копай и вези» или «качай и вези». Газ, нефть, уголь – вот, собственно говоря, и все. При этом мы как-то и не заметили, что поручение президента России, данное в 2018 году, о том, чтобы грузооборот в 2024 году нарасти до 80 миллионов тонн, не выполнено даже наполовину. Оказывается, вот этих точек для того, чтобы обеспечить такой грузооборот, не хватает. Не хватает по той причине, что мы почему-то забыли, как мы осваивали Сибирь, как Россия шла на восток все дальше и дальше. Шла она по рекам. Если у нас не работают реки, то достичь того грузооборота, о котором мечтали, понятно, что все советские показатели далеко-далеко позади. Напомню, что рекордная отметка 7,2 миллиона тонн. По результатам, которые подвел Атомфлот по минувшему году, почти 40. Ну, почти 40, немножко, то есть кратное превышение, но отнюдь не 80. И мне кажется, что возвращение грузооборота в наши реки – это жизненная необходимость. Как на севере, так, собственно говоря, и на юге. На всякий случай напоминаю, что грузооборот речного транспорта, выросший в прошлом году чуть ли не на 20%, составляет от общего грузооборота Российской Федерации целых 1,5%. Мне кажется, что этого маловато. Такое подозрение. И жалобы в адрес Российской железной дороги, в частности от меня, связано, мне кажется, с тем, что монополия во всех странах, во все времена ведет себя одинаково. Нет конкурентов, буду делать, что хочу, куда эти клиенты денутся. Вернется речной грузооборот, будет конкурент. Поведение РЖД, я вас уверяю, изменится мгновенно. Вот такое предисловие продолжительное. То есть вместо того, чтобы действительно бороться за финансирование сразу большого проекта Помор-Ваир, Юрий Арсеньевич, видимо, памятуя о своем инженерном образовании, принял несколько другое решение. Вот, собственно говоря, вот такой нос. Или, если угодно, приставка. Надеюсь, хорошо видно. А вы нам сейчас расскажете, что это за изобретение, для чего оно придумано. Как оно связано с реками, о которых я попробовал что-то рассказать. Ну, тут вы рассказали совершенно все правильно. И когда я начинал работать после окончания училища на ледоколах с традиционными такими, как их называют, ложкообразные, то капитан мне как говорил: ложкой хорошо щи хлебать, но не лед ломать.
И это я встретил за все свои года, когда был в северных завозах. Реки, конечно, были нашим самым основным средством передвижения. И в 1989 году было перевезено на реках около 500 миллионов тонн грузов. Заслуга в этом была нашего изобретателя московского Сербул. И еще раз хочу повторить, нашего министра Российской Федерации речного флота Багрова Леонида, который сам вырос на Волге, и это его благодаря руководству и настойчивости на реках была круглогодичная навигация, и суда ходили от Казани до Волгограда, ходили до Астрахани, проходили через Волго-Донской канал и перевозили там сотни тысяч тонн разных грузов. Но все перевернулось, когда перевернулась наша экономическая система. И наша задача, как я это понимаю на сегодня, возродить то былое величие наших рек, чтобы там могли не только грузы перевозить круглый год, но и чтобы пассажиры могли зимой на комфортабельном судне выйти в какие-то наши водохранилища, в озера. Здесь, в Москве, например, в Завидово, чудесные виды, такие, куда можно за одну ночь привезти 1,5-2 сотни пассажиров. Они будут там стоять, кататься на санках, на лыжах, ловить рыбу и приезжать, возвращаться в Москву уже отдохнувшие, взбодренные и готовые работать дальше. Подобная такая традиция была на Дальнем Востоке, где я и отработал в дальневосточном пароходстве больше 30 лет. Были специальные поезда рыбачьи, то есть там 10-12 вагонов были заполнены все полностью и возили рыбаков на те наши многочисленные бухты в пятницу, привозили их в понедельник, с корешкой, с навагой, довольных, загорелых. То есть мы тут не только говорим о грузах, мы говорим о людях и о нашем внутреннем туризме. Ну, не только о туризме. Если вернуть судоходство в наши великие сибирские реки, это значит, что вдоль их течения можно восстанавливать промышленность, которая куда-то исчезла, пока мы тут социализм, капитализм и еще какие-то измы. Как-то оно все ушло. Можно вернуть в строй наших геологов, которые зимой работать не хотят, потому что им до места работы не добраться. Вот все это может ожить. И тогда нынешняя вот эта линия и точки превратится в расческу. Потому что по всем сибирским рекам могут приходить грузы и дальше отправляться в межконтинентальное плавание по Северному морскому пути. Но грузы надо уметь опустить вниз. На всякий случай река течет не так, как нарисована наша карта. Все как раз наоборот. Да. Реки текут сверху вниз. Для них низина – это ледовитый океан. Да, и Северный морской путь. Да, и, кстати, можно всегда гордо говорить, южный берег Северного Ледовитого океана. Правда, у него другого берега нет, но все равно звучит хорошо. Южный берег – это всегда приятно. Так что это и, если говорить о европейской части, действительно возвращение пассажирооборота. Если говорить о Сибири, то с учетом отсутствия дорог и очень такой негустой сети, имеющихся, действительно речное пассажирооборот тоже на самом деле необходимая вещь, если мы хотим развивать эти регионы или хотим хотя бы вернуть уехавшее, убывшее оттуда население, предложив им приличные условия жизни, соответствующие технологиям 21 века. То, что вы сказали в начале о железной дороге, я с вами полностью согласен, что она взяла на себя большую часть грузов, но не надо забывать, что сегодня на севере очень развито автомобильное движение, и люди, автодор, они не боятся никаких трудностей, они прокладывают зимники, по которым ходят эти машины, они ходят по тем же рекам, тонут на этих реках и тонут в болотах. И получается, что если начинаем считать стоимость приставки и перевозки по реке, а по земле на сегодня ежегодно делают зимники, и стоимость километра одного зимника от 500 тысяч рублей до 1 миллиона.
Ну, если верить отчетам Роснефти, которые в условиях Таймыра прокладывает зимники, обходится это удовольствие в 2,5 миллиона рублей за километр, который в июне месяце обязательно растает. Да. Так еще нужно за ними следить, и еще нужно целую армию рабочих вот этих дорожных. Главное, что результат отсутствует. В июне растаяло, дождались морозов, начали прокладывать по новой, а река никуда не исчезает. Да. Так вот, по той реке, по которой ходят сегодня, проложены зимники и ходит автотранспорт, мы можем прокладывать чистый ото льда канал шириной 20 метров, допустим, чтобы любое судно речное могло по нему пройти с помощью вот таких приставок. То есть то, что вы рассказали о ледоколе... Давайте про приставку. Да. Вот был большой ледокол, появилась маленькая приставка. В чем замысел, в чем идея? Замысел тут простой. Просто это инновационная технология прорезание льда, продавливание вниз. То есть точно такая же, как точно здесь. Такая же. И раздвигание этих обломков, которые мы уже продавили, вниз под этот канал. Под лед, оставшийся нетронутым. Да. Во-первых, кромки канала укрепляются, то есть они уже не ломаются просто от волны или как, потому что лед заходит обломанный под ледовый покров, он поднимается наверх и прилипает с нижней стороны вот этого ледового покрова, который есть. Эта приставка, она очень простая, она, видно, что никаких особых не нужно прибабахов, как говорят на сленге наши. Просто нужно сделать вот такие ступени. Для чего? Да для того, чтобы вот этим острым носом, когда буксир толкает эту приставку, вот. У него есть вытащили самое главное оружие – буксир. Да, толкач, которых у нас больше 1000. По нашим расчетам их там 1,5, а может больше 1000. Их делают каждый год новые, старые списывают. В чем вся вот эта фишка? Дело в том, что вот этот ледовый покров замерзает на реке, и он там уже не двигается, потому что лед на реке, в отличие от Северного Ледовитого океана, неподвижен до самого ледохода. Острым носом, а нос этот индентер, он был уже давно известен нашим поморам, почему мы назвали ледокол помор, и при ударе о лед это кристалл, анизотропное вещество, которое имеет разные свойства в зависимости от движения, и оно и от направления удара. Да, вот. Когда эти острым мы ударили, появляется трещина, так называемая магистральная. Но, понятно, она не прямая, она извилистая, но лед, как пластина на упругой поверхности, теряет свою прочность примерно на 35-40%. И то удар с следующей ступенью. Дальше уже ступень, когда наезжает на край пластины, то продавить этот слой льда нужно меньше массы, почему она и небольшая такая, наша приставка. И высота вот этого борта, куда уходят ступени, она должна быть не менее двойной толщины льда. Для чего? Да для того, чтобы вот этот лед, обломки льда, шли вниз и уже раздвигались вот этим передником под водой. Потому что лед раздвинуть и сжать, это нужно там 500 примерно тонн на квадратный метр, это невозможно сделать без больших затрат. То есть то, что сегодня мы затрачиваем мощность на ледоколах, которые 60 мегаватт, имея мощность, они ломают лед 2 метра. А мы будем при мощности буксира 500 киловатт, то есть полмегаватта ломать, полметра льда в любом водохранилище и на реке. И это не только то, что можно сделать менее масштабный вариант, это то, что действительно требуется рекам. Нет у нас там течений, которые принесут торосный лед, нет у нас там ничего до самой весны, пока лед не начнет сходить. То есть, сделав один раз вот такой судоходный канал... И его регулярно, как зимники, как дороги зимой прочищают, раз в неделю, в 10 дней... прочищать этот канал, потому что будут ходить сюда, появляться обломки. Чтобы эти обломки не замерзли крепко насмерть, мы его раз в 10 дней, то есть 3 раза в месяц прошли по реке с Красноярска до Дудинки, и канал у нас этот будет с чистой водой.
Ну, и если говорить об экономической стороне, буксир, который толкает эту приставку, ведет за собой караван барж или все, что ему угодно. То есть он не ездит просто так, он что-то с собой аккуратненько и проводит. Этот буксир, пройдя один раз, прочистив канал, он может взять 2-3 баржи, выстроить их, как оно делается на чистой воде, и по каналу вести, и тем более баржа никуда не сможет выскочить. Она у нас будет в канале с чистой водой, бровки канала будут крепкие, и некоторые говорят, что баржи об этот лед сломаются. Нет, баржи строят сейчас вот и Норникель на Самуйском заводе, они с ледовым классом, они крепкие, и эти же баржи, когда удары они получают при швартовках, при переходе летом из одного канала в другой, через шлюзы. То есть это нормальная эксплуатация, которая требует, конечно, осторожности, а не бесшабашности, что ты встал и мчись на всех парах. Осторожность требуется всегда. К нам, к сожалению, совсем недавно это показали. Что будет, если осторожность не соблюдать. Да. То есть, на самом деле, вот такая рабочая лошадка, которая позволяет вернуть наш грузооборот в реки, невзирая на то, что зимой у нас там лед, водохранилища, гидроэлектростанции оживают, там тоже нет течения. То есть, если мы прокладываем через любое водохранилище вот такой канал, канал останется на месте. Да. Кроме того, что мы делаем каналы для магистральных таких перевозок, можно прямо из Невы и в Каспийское море ходить через наши шлюзы. Они рабочие, и есть такая страна, которую все знают, Финляндия, которая уже несколько десятков лет в своем Саминском канале при температуре минус 30 осуществляла вот это судоходство круглый год, останавливаясь там на 10 примерно дней для того, чтобы сделать профилактические работы. Это сейчас, когда они соскочили, как обычно, эти наши предатели проявляются в таких... Ну, они свою судьбу выбрали, пусть да, они пусть они, да. Все, сейчас у них канал закрыт, а у нас канал, все каналы будут работать, и они сделали в 2021 году приставку по своим финским проектом, который тоже имеет вот такой же ложкообразный лед, и чтобы протолкнуть ту приставку, финнам приходится затрачивать уже 3,5 примерно мегаватт мощности, потому что они на свою приставку поставили 2 дизеля по 600 киловатт и 2 винта, и еще буксир, чтобы протолкнул вот эту ложкообразную приставку, еще ему нужно 1,5 мегаватта. А у нас ничего нет, простота. И работают обычные буксиры, не надо какие-то специальные строить. Вот то, что у нас есть в ассортименте. Да, которые есть, они там для толстых, для больших, там, допустим, нам нужно есть ОТ-2000 там с мощностью, а есть обыкновенный речной толкач, 600 киловатт у него мощность 2 двигателей, и он будет эту... Вполне достаточно. Да. Так. Это рассчитано уже. Вот эта выемка, которая есть, она для чего задумана? Здесь у нас пассажиры или кто там, или непротрезвевший капитан отдыхает. Вот для чего это? Да, чтобы его не сдуло. Ну, да. Понятно. Дело в том, что стоимость в основном сегодня любого транспортного средства определяется весом металла, который необходимо затратить, сделать. Ну, так как у нас ледовый класс низкий, прочность у нас уже рассчитана. На кафедре в Корабелке, известной нашей питерской, профессором Тряскиным Владимиром Николаевичем. И вес этой приставки будет всего там, 30, может быть, 35 тонн, когда мы будем. Но этого веса недостаточно, чтобы любой лед, вот этот 50 сантиметров, легко продавливать. Поэтому если вы забыли поправить канал раз в неделю, то вы получите действительно полуметра льда и будете мучиться. И мы в это специальное углубление кладем твердый балласт. Это будут или чугушки чугунные, или это будут железобетонные блоки. И на глубину, которая нам нужна, мы всегда можем эту приставку сделать. Если мы будем балласт водяной, как на многих судах, он замерзнет, нужны как дополнительные меры. А здесь у нас железо и
железобетонные блоки. Все просто. И это становится вещью универсальной, которая подойдет и для Сибири, и для европейской части России с равным успехом. В Европе блоки не нужны дополнительные, в Сибири нужны. Да. Колыму проламывать надо. Да, это точно. То есть, на самом деле, это возврат, почему я считаю, что это очень удачное инженерное решение. Один типовой размер, не надо ничего менять, можно запускать в Сирию и, соответственно, снижать себестоимость. Да, 20 метров ширины достаточно для всех судов, и даже на циркуляции, на изгибах рек наши речные суда могут пройти. Соответствует, как-то стандарту на сегодня установившемуся 16 метров с половиной. Но все смотрят на волгодонские шлюзы, где такая ширина. Но для Волги, для Астрахани, для всех мы можем сделать и суда, и ширину канала больше 20 метров. И тогда вот то, на что жалуются мелководье, мы можем перевозить тот же груз, уменьшив осадку баржи или судна речного, но сделав его шире. И шлюзы имеют на сегодняшний день самые узкие на Волга-Балтии, это 21,5 метра. Ну, у нас много рек, на самом деле, не задействованных. Если посмотреть на Республику Коми, там просто ничего уже не шевелится. И Да. Северная Двина у нас отнюдь не всегда судоходна, а про Сибирь там уже не приходится говорить. Нам очень много историй рассказывал. Мне больше всего нравились рассказы Министерства транспорта о том, что по Амуру судоходство невозможно. Там очень большой лед и очень маленькая глубина и так далее, и так далее. Рассказывали долго, упорно, пока не пришел «Газпром», который начал строить газоперерабатывающий завод вместе в падении ЗИЭ. И он не в курсе был новостей от Минтранса. Амур судоходен до устья Зеи совершенно спокойно. Им надо было не рассказать, почему нельзя, надо было сделать. Вот они взяли и сделали. Так что, если говорить об Амуре, я не просто так вспомнил, он у нас сугубо параллельно Байкало-Амурской магистрали, соответственно, немалое количество грузов может взять на себя, если вернуть ему судоходство. Да, и когда мы с амурским пароходством, а там есть два отделения, речное и морское, обсуждали возможности по Амуру, они сказали: давайте нам приставку, и мы весь полиэтилен Сибура с этого амурского перерабатывающего завода можем вывести хоть на море Охотское, Японское, или можем по Сунгаре и по Уссури возить в Китай во время зимы, потому что оборудование тяжелое, громоздкое для этого завода, оно было завезено по Амуру и по... То есть, вот тот самый случай, когда не хотят делать, ищут причину, когда нужно сделать, ищут способ. Вот еще одно инженерное решение, я надеюсь, здесь уже ничего объяснять не надо. То есть, как только появится возможность хотя бы одну вот такую приставку сделать и испытать ее в течение зимнего периода, проверить, что у нас получается с каналом, замерзает, не замерзает, слишком высокий борт получается или слишком низкий вот у намерзшего льда, можно запускать в Сирию. Размер один и тот же. Ничего придумывать отдельно для города Ухты, отдельно для города Хабаровска не надо. Вот то, что... Стандартное будет, да. Промышленное поточное производство, конвейерное, что всегда позволяет снизить стоимость, что позволяет обеспечить... Рек, по-моему, в России уже никто не пересчитывал. Последний раз я заглядывал в справочники, там было написано 11 200. То есть... Ну, я хочу сказать, что... Жизнь идет вперед, и люди у нас все равно есть заинтересованные. Я вам говорил про Леонида Багрова, но в сентябре у нас было заседание прямо в нашем Министерстве транспорта в Москве под руководством Александра Пашивай, который все выслушал, мы это обсудили конкретно с регистром, с помощниками по Федеральному агентству речного морского транспорта. И Александр Пашивай, именно он присутствовал на открытии Свияжского мультимодального центра в августе месяце. И мы вместе с ним сейчас передали письмо Министерства транспорта Татарстана о проведении пилотного испытания у нас на Волге, в Куйбышевском водохранилище. Оно одно из самых больших. То есть мы от Нижнекамской плотины до Чебоксар и на юге до Тольятти
в этом году мы должны провести пилотные испытания вот этой приставки, которая будет сделана на Зеленодольском заводе судостроительном, о чем уже была встреча с руководством. Правда, перед этим я уже 2 или 3 года мы это обсуждали, все проекты. Нужен был инвестор. На сегодняшний день мы этот проект запускаем, пилотный проект речной ледокольной приставки для круглогодичного плавания, для зимней навигации по нашим рекам, нашим прекрасным красавицам рекам по всей России, Европе и Сибири. Специально попросим оператора показать, где находится это водохранилище. Подозреваю, что не все сейчас поняли, о чем речь. Татарстан – это Волга. Если кто-то не в курсе, называется это Поволжье. Надеюсь, что нам все это покажут. И если инженерную часть закончить, прежде чем перейти к размышлениям, вот еще вот такое изделие, про которое тоже, наверное, надо рассказать. То есть это сами реки. А вот это для чего обрезанная это, вот это такая... так называемая магистральная приставка для того, чтобы сделать нам канал от Невы, от Финского залива до Каспийского моря. Но вы же знаете, что на реке у нас еще и 5 или 6 портов. Пристани. Пристани даже на стороне где-то есть. Ну и, как я говорил, лед в реке, как только замерз, он становится намертво, и лед также стоит и в портах, и вдоль причалов. Ну, это не только к речным портам относится. У нас и Балтика замерзает, у нас и на Каспии лед случается. Да. Вот наше новое море, недавно возникшее, там тоже иногда лед бывает. В этом году, правда, не сложилось. То есть это уже сейчас речь о портах как таковых. У нас их много. Да. О причалах. О причалах. Дело в том, что я на своем опыте знаю, что зимой, чтобы пришвартоваться, это всегда нужно носом ткнуться, потом буксиры 2 часа будут выгонять этот лед, потом нужно прижиматься. То есть на это уходит 3, а то и 4 часа, особенно на Балтике, где там льда много, и лед опресненный. Также это и в Сабетте, и в Дудинке, и везде. То есть вдоль причальной стенки, где нужна плоская поверхность, чтобы борт судна мог встать вплотную, лед, который нужно ломать. Да. Лед, он разбитый, вот эта особенность у морских портов, потому что там все время швартуется. Также будет и на реках скоро. Но чтобы чистый был причал для быстрой швартовки, мы придумали такую вот конфигурацию с прямоугольным треугольником. Тут, как говорится, все видно наяву, и много говорить не нужно. Длинная сторона, она идет вдоль причальной стенки. Буксир, тот буксир, который швартует сюда, нам нового ничего не нужно. Он перед этой швартовкой или там раз в несколько дней, в неделю, он прочищает причал. Лед плавающий, который здесь метр там, или больше метра, потому что это осадка 2 метра, он по вот этим ступеням, подобным той же... Уходит в сторону. Да, и вот этот порог отдвигает, плавучий лед придавливает, и под тот покров, который еще плавает, оно туда его все заталкивается при движении судна. Чем быстрее буксир толкает, тем быстрее оно очищается, и у нас уже будет 15 там, или 20 метров для огромных наших судов, там, 24 или 25-метровых танкеров по ширине. Получается чистый канал вдоль причала. И любое судно большое, оно подходит, оно будет швартоваться там, за 40 минут всего. Но это же не всем выгодно, вы понимаете, в нашей такой капиталистической рыночной экономии. Почему? Да потому что те буксирные компании, которые швартуют эти суда, и получая за швартовку... За часы. За часы, да. Получают по 60, по 100 тысяч рублей за час работы. И, естественно, 4 часа швартовки – это 400 тысяч. А если он пройдет за 30 минут этот буксир с этой приставкой, и потом он за 30 минут пришвартует большое судно, вы же понимаете, что люди хотят иметь больше денег, независимо ни от каких условий, и особенно это в Питере заметно, потому что зимой, если вы туда приедете, вот, допустим, сейчас даже и снега нет, то небо, оно все затянуто вот этими выхлопами дыма с серой
И эта сера падает на старинные здания, на памятники, на все. И небо, чтобы там увидеть, очень-очень мало. То есть еще одна вещь, которая может быть непонятна, но еще раз, время работы буксира – это действительно серьезные деньги. Если буксиры принадлежат собственнику порта, то он будет способен в зимнее время обслуживать значительно большее количество судов, обеспечить другие объемы грузоперевалки, заработать другие деньги. То есть еще одно изобретение и... Опять же, достаточно простое, не требующее каких-то вот всего того, что мы привыкли слушать, что нам крайне жизненно необходимо: искусственный интеллект, роботизация, компьютеризация и прочее, прочее. Это просто приставка. Это просто металл, с которым нужно уметь работать. И стоимость получается, в зависимости от размеров, 35, максимум может быть 40 миллионов рублей. Это первые будут, это рублей миллионов. И, естественно, если мы их будем делать, а их нам нужно на все реки и на причалы больше 1000 штук, то вот капитализацию вы можете легко посчитать. И что характерно, стоимость такой приставки приблизительно совпадает с суммой, которая требуется для проведения второго этапа испытаний в Крыловском центре. Это точно, да. Может быть, можно обойтись и без Крыловского центра, потому что в натуральное испытание ничего лучше не придумано. Если есть такая возможность, надо ею пользоваться. Так что... По-моему, это инженерное решение, которое, чрезвычайно, на мой взгляд, очень изящно сделано и позволяет действительно расширить достаточно большую проблему. Все, что требуется, это те первые ходовые испытания, которые должны пройти. Может быть, Татарстан двинется первым по этой дороге. Может быть, я так понимаю, что у вас впереди еще и поездка в город Сызрань. Может быть, там удастся договориться, потому что... Постараемся. Предприятию «Тяжмаш» тоже нужна «Волга» круглый год, а не тогда, когда повезет. Вот смотрите, 27 января Дмитрий Чернышенко, вы знаете, вице-премьер, он проводил всероссийское такое заседание или беседа по ВКС о развитии наших изобретательств и особенно нашего общества, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов. И он не зря об этом говорил, потому что на сегодняшний день есть архипелаг Соловецкие острова. Там очень много необходимо реставрационных работ, потому что камни уже старые, они уже начинают выпадать. Мы уже с руководством фонда сохранения Соловецких островов в этот разговор у нас был. И такая вот приставка, представьте, она позволит сделать навигацию на Соловецкие острова круглый год. Сегодня, 5 ноября, все закрывается, и до 5 мая туда только самолетом можно долететь, как в той песне. А им нужно топливо, дизелька, потому что там ничего нету. Им нужно возить камни в большом объеме, потому что стены, вы сами знаете, там какие большие. И туристы хотели бы тоже зимой посмотреть, как жили там люди в те времена. То такой приставки уже мы согласовали, но как только построим, то одна из первых приставок будет передана туда, фонду Соловецких островов, чтобы все те туристы, которые поедут, видели, знали, что это наше государство заботится о сохранении памятников. И тот фонд сохранения Соловецких островов, который возглавляет Дмитрий Чернышенко, он и председатель попечительского совета ВАИР, нашего общества. Поэтому тут, как говорится, у нас все совпало. Мы уже решили... была у нас конференция в Архангельске 30 числа с руководством, что мы такую приставку сделаем на архангельских заводах. Вы знаете, какие там они мощные. И в Соловецкие острова... Архангельский, Северодвинск. Северодвинске, но это же не под руководством Цибульского, который это все видел, он знает. Мы на Севмаше проводили это как раз тоже заседание нашего ВАИРа, комитета по судостроению. И все, мы готовы, чтобы туда могли люди ездить на Соловецкие острова на пассажирских судах. Это опять ведет нашу общую тему.
Ну, у вас все время в Европу тянет. Я все время вспоминаю о том, что Енисей перестает быть судоходным. Вот сейчас по нему ничего не движется. В Оби движение есть только там, где работает порт Сабетта. Все остальное у нас закрыто. А Обь – это Иртыш. А Иртыш начинается в Казахстане. Так что вот вам еще и международные проекты, о которых тоже не стоит забывать. Так же, как не стоит забывать о том, что и Каспийское море зимой замерзает. А международный транзитный коридор север-юг, он имеет 3 маршрута. Западный через Азербайджан в наш Дагестан, который пока невозможно реализовать в силу того, что горный участок в Иране не пройден. Морской, Каспий. Восточный, который, собственно говоря, и соответствует названию север-юг, потому что если мы движемся в европейскую часть России, это юг-северо-запад, а на севере у нас Новосибирск, Красноярск и много других прекрасных городов. Каспийское море – это, в принципе, вот такие приставки, особенно портовые приставки, могут быть интересны всем 5 каспийским государствам, несмотря на то, что там юг, зима на Каспии бывает очень разной. В Астрахани есть специальный причал, называется порт Солянка. Он принадлежит иранцам. Дважды мы уже с руководством порта встречались. Мы создали рабочую группу в Астрахани. Бабушкин знает, там подарены такие же приставки. У нас была встреча с министром Волынским, с руководством... Министр транспорта Астраханской области. Он министр, он первый министр энергетики, как Минпромторг и энергетики. Такой он министр, Илья Волынский, он за этим заинтересован, поддерживает. Мы встречались с руководством Каспийского института морского речного транспорта, и курсанты это знают, и они уже готовы, можно сказать, это применять. И конструкторское бюро, центральное конструкторское бюро астраханское, Сергей Сарана, он мой земляк с Дальнего Востока, где я учился, он уже вот это для Астрахани, с ее особенностями там, климатическими, готовится сделать проект. Только остается «Лотос». Но «Лотос» – это такой дорогой ОСК, что тут уже 30, может быть, 5 миллионами и не пахнет. Мы это дело сделаем. Это для порта Аля нужно, потому что там контейнерный большой терминал. Владелец Савченко тоже хочет его развивать дальше. То есть с Астрахани у нас все идет нормально, своей такой дорогой. Но вы говорите про Сибирь. Я родился на Урале. И Сибирь для меня близкая, я там много раз везде был. И Сибирское соглашение – это такая организация общественная. В ноябре здесь были как раз Дни Сибири, и на наших сессиях Сибирского соглашения вот эти проекты ледовых приставок, чтобы можно было от Красноярска до Лесосибирска тут ходить с такими приставками, а от Лесосибирска, там, где позволяют уже глубины до Игарки и до Дудинки, вот такие речные ледоколы, и мы можем сделать 3 метра всего осадка. Такой ледокол с такими ступенями пройдет по всем тем мелким местам Енисея, и Игарка снова будет известна всему миру, потому что порт развивается, Дудинка тоже развивается, и нам нужно менять сегодняшние ледоколы, которые нам сделали финны по той старой ложкообразной технологии 45 лет назад, мы поменяем на наши российские инновационные с такими ступенями. На следующий этап перешли. Сейчас, мне кажется, вот тот, который действительно можно реализовать, несмотря ни на какие приключения с дороговизной кредитов и прочего, действительно красивое инженерное решение. Мне кажется, что оно будет полезно всем нашим речным пароходствам, где они еще сохранились, а там, где они не сохранились, возможно, их возрождение. Вот на этом, наверное, сегодня остановимся. Будем надеяться, что все многочисленные переговоры и обещания Министерства транспорта помочь с очень несложным изобретением, не требующим гигантских инвестиций. Вот для этого не требуется на первых этапах никакой отдельной технологической линии, отдельного завода. Первые экземпляры можно сделать вручную, чтобы проверить, что все у нас в полном порядке, после чего вы сможете написать красивое письмо в Крыловский центр, поблагодарить их за сотрудничество. Со словами «большое спасибо, но вы нам дороговаты». Да.
Вот такие новости у нас по технологии Помор-ВАИР. Я думаю, еще несколько передач, и я перестану называть ВАИР Всесоюзным обществом изобретателей рационализаторов. Всероссийское. Я запомню, да, что первая буква – это всероссийская. ВАИР стал маленький, крошечный. Раньше был большой, всесоюзный, сейчас стал маленький, всероссийский. Но на самом деле о том, что происходит в ВАИРе, я думаю, что будет интересно всем, особенно тем, кто привык слушать и внимательно запоминать о том, что все в России пропало, все плохо, инженерная мысль жива, никуда не делась, рационализаторы у нас все на месте, полны энтузиазма, готовы работать. Может быть, про то, что вы предлагаете, надо чаще рассказывать, чтобы не только вы вели переговоры с нашими многочисленными министерствами, ведомствами, областными, республиканскими, у нас их много. Мне кажется, что если поддержка будет, то и результат будет. Будем надеяться, что нас услышат. Ждем ваших комментариев, пожеланий, замечаний. Все контакты, как выйти на разговор с Юрием Арсеньевичем, готовы предоставить, если, конечно, ваши предложения имеют смысл, имеют какой-то интерес. Всем спасибо за внимание, а вам спасибо за то, что нашли время заглянуть. И особое спасибо, что вы так без денег, без каких-то таких пропагандируете наши достижения, и не только мои, а и другие. И я смотрю регулярно этот канал, потому что таких людей у нас в России, и таких каналов, и таких студий очень мало. Вот на одной руке, и то у меня лишние пальцы остаются, поэтому еще раз вам спасибо. Я рад буду всегда обо всех наших новшествах ВАИРа вам говорить и приглашать сюда наших изобретателей. Спасибо. Надеюсь на следующую встречу. Всем всего доброго.